Пентагон планировал взрывать американские города, убивать собственных граждан на улицах Майами и Вашингтона и сбить пассажирский лайнер, полный американских студентов. Это не бредовая теория заговора. Это не сценарий голливудского фильма. Это официально рассекреченный документ Объединенного комитета начальников штабов Соединенные Штаты Америки. Как далеко может зайти государство ради политической выгоды? Готово ли оно принести в жертву сотни невинных людей, чтобы получить повод для начала войны? В 1962 году Высшее военное командование Америки ответило на этот вопрос. Да. Они разработали идеальный план массовых убийств под чужим флагом. И этот план был бы приведен в исполнение, если бы на его пути не встал всего один человек. Человек, которого через год убьют 2 выстрелами в Далласе. Вы на канале «Код доступа». Сегодня мы открываем самую пугающую папку в истории американских спецслужб. Проект Northwoods. Operation Northwoods. Мы разберем анатомию государственного террора. Как генералы планировали имитировать атаки на самих себя. Как ЦРУ собиралась использовать радиоуправляемые самолеты-призраки для обмана всего мира. И почему мы до сих пор не можем быть уверены, что подобные планы не лежат прямо сейчас в сейфах мировых столиц. Начало 60-х. Мир застыл в нескольких минутах от ядерного апокалипсиса. Холодная война в своей самой горячей параноидальной фазе. И эпицентром этого безумия становится остров, находящийся всего в 150 километрах от побережья Флориды. Куба. Фидель Кастро, свергнув проамериканского диктатора Батисту, превратил Кубу в социалистическую крепость прямо под носом у Соединенных Штатов. Для Вашингтона это была не просто пощечина, это был нож у горла. Советский Союз получил идеальный плацдарм в западном полушарии. ЦРУ и Пентагон были в ярости. Они пытались свергнуть Кастро. В апреле 1961 года они организовали знаменитую высадку в заливе Свиней, отправив на остров кубинских наемников. Это обернулось катастрофическим, унизительным провалом. Войска Кастро разгромили нападавших за 3 дня. Америка выглядела слабой. А военные генералы, Соединенные Штаты Америки, ненавидели слабость. Знакомьтесь, Лайман Лемницер, председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенные Штаты Америки, самый высокопоставленный военный в стране, ветеран Второй мировой, человек стальной воли, который считал, что с коммунизмом нельзя договариваться, его нужно выжигать напалмом. Лемницер презирал молодого президента Джона Кеннеди, считая его мягкотелым политиком, который боится нажать на курок. Генерал был убежден, Соединенные Штаты Америки обязаны вторгнуться на Кубу и стереть режим Кастро в пыль. Полномасштабная война была единственным выходом. Но была одна проблема. Америка не могла просто так напасть на суверенное государство. Мировое сообщество и ООН не поддержали бы открытую агрессию. Вторжение выставило бы Соединенные Штаты Америки агрессором. Пентагону срочно нужен был повод – казус белли. Американскому народу нужно было показать монстра, который напал первым. И если Кастро не собирался нападать на Америку, Америка решила напасть на себя сама. 13 марта 1962 года Лайман Лемницер ставит свою подпись на документе, который навсегда изменит наше понимание того, на что готово государство. Этот документ – проект Northwoods. В нем не было философии, в нем не было сожалений. Это была сухая, циничная смета террора, расписанная по пунктам. Цель – шокировать нацию, вызвать слезы и ярость у обычных американцев, чтобы они сами потребовали крови Кубы. Давайте почитаем этот документ. Пункт 1. Мы могли бы организовать кампанию террора кубинских коммунистов в районе Майами, в других городах Флориды и даже в Вашингтоне. Генералы предлагали закладывать настоящие бомбы в американских городах, арестовывать подставных кубинских агентов, публиковать фальшивые документы, доказывающие причастность Кастро. Они планировали ранить и, возможно, убивать случайных прохожих, своих же сограждан, в официальном документе Пентагона. Но этого было мало. Терроризм пугает, но война требует большего масштаба. Пункт 2. Инцидент в Гуантанамо. Мы могли бы взорвать американский корабль в заливе Гуантанамо и обвинить в этом Кубу. В документе прямо приводится исторический пример.
Взрыв крейсера «Мэн» в 1898 году, который стал поводом для испано-американской войны. Лемницер предлагал устроить диверсию на собственном военном судне, пожертвовать американскими матросами, а затем провести пышные похороны, чтобы вызвать волну патриотического гнева. Вы только вдумайтесь в хладнокровие этих строк. Высшие офицеры сидели за полированным дубовым столом, пили кофе и буднично обсуждали, сколько своих парней нужно отправить на дно океана, чтобы Конгресс одобрил финансирование войны. Но самым чудовищным, самым изощренным пунктом операции «Нортвудс» стал план, который читается как сценарий безумного научно-фантастического триллера. План обмана всего мира с помощью самолета-призрака. Документ предлагал создать инцидент, который не оставил бы равнодушным ни одного американца. Уничтожение гражданского рейса. План ЦРУ и Пентагона был гениален в своей дьявольской детализации. Они планировали зафрахтовать гражданский пассажирский самолет, принадлежащий подставной компании ЦРУ. Для операции требовались два абсолютно одинаковых самолета. Первый — настоящий. На него под вымышленными именами посадили бы специально отобранных пассажиров. Документ цинично предлагает использовать группу якобы студентов, летящих на каникулы, чтобы градус трагедии был максимальным. Этот самолет должен был вылететь с военной базы во Флориде и взять курс на Южную Америку, пролетая недалеко от Кубы. Но дальше начиналась магия радиоэлектронной борьбы. Где-то над океаном, в мертвой зоне радаров, настоящий самолет должен был пересечься со своим беспилотным двойником-призраком. Настоящий самолет с пассажирами снижается до высоты бреющего полета и уходит на секретную базу БВЦ «Эглин» во Флориде. Люди выходят, самолет прячут, а радиоуправляемый дрон-двойник продолжает полет по официальному маршруту. Когда дрон оказывается над международными водами рядом с Кубой, ЦРУ включает заранее записанную пленку с криками пилотов о помощи. Диспетчеры по всей Флориде слышат по радио: «Мэйдэй! Нас атакуют кубинские истребители! МиГ! Мы горим!» Сразу после этого радиосигнал обрывается, а на самом самолете-дроне срабатывает дистанционный детонатор. Лайнер разлетается на куски. Обломки падают в океан. На следующее утро все газеты Соединенные Штаты Америки выходят с черными заголовками. «Кастро сбил американских студентов». Мир в шоке. Доказательства неопровержимы. Радиоперехваты, обломки, показания диспетчеров. Никто не знает, что студенты живы и спрятаны на базе, а на дне океана лежат обломки пустой радиоуправляемой игрушки. Америка в едином порыве требует возмездия. Пентагон получает зеленый свет на вторжение на Кубу. Это был идеальный план. Он был подписан и полностью готов к реализации. Не хватало только одной подписи. Подписи президента Соединенных Штатов. 16 марта 1962 года. Овальный кабинет. Встреча, которая могла закончиться Третьей мировой войной. Лайман Лемницер приносит папку с операцией «Нортвудс» президенту Джону Кеннеди. Генерал уверен в успехе. Он считает президента молодым, неопытным мальчишкой, который сейчас сломается под давлением военных авторитетов. Но Кеннеди читает документ, и по мере чтения его лицо каменеет. Мы не знаем точных слов, сказанных в том кабинете, но мы знаем результат. Кеннеди категорически, в самой жесткой форме, отвергает план. Для него это было не просто неприемлемо, это было безумием. Президент осознал, что его собственные генералы готовы проливать кровь американцев ради геополитических игр. Он понял, что военная машина Соединенные Штаты Америки сорвалась с цепи и стала представлять угрозу для самой Америки. В этот день между Кеннеди и военно-промышленным комплексом была пройдена точка невозврата. Лемницер не простил президенту трусости, как он это называл, а Кеннеди не простил Лемницеру готовности убивать своих. Спустя несколько месяцев Кеннеди использует свои полномочия и убирает Лемницера с поста председателя Комитета начальников штабов, отправив его командовать силами НАТО в Европу, подальше от Вашингтона, подальше от красной кнопки.
Проект Нортвудс был отклонен. Кастро не был атакован. Мир выдохнул. Казалось, разум победил. Спустя год, 22 ноября 1963 года, президент Джон Кеннеди был убит в Далласе. Убийство Кеннеди до сих пор окружено тысячами теорий. Был ли стрелок одиночкой? Был ли это заговор спецслужб? Мы не будем утверждать ничего. Но исторический факт заключается в том, что Кеннеди стал врагом номер один для собственной военной машины, когда отказался санкционировать государственный терроризм против своего же народа. Он заглянул в бездну и закрыл дверь. Документы операции «Нортвудс» были погребены в сверхсекретных архивах Пентагона. Никто не должен был узнать о них. Никогда. Но в 1997 году, благодаря закону о рассекречивании материалов по убийству Кеннеди, специальная комиссия наткнулась на эту папку. Гриф секретности был снят. То, что годами считалось бредом параноиков, оказалось сухой, бюрократической правдой. Государство действительно планировало это сделать. Операция «Нортвудс» — это не просто исторический курьез. Это прививка от слепой веры в непогрешимость власти. Это доказательство того, что в темных кабинетах спецслужб мораль перестает существовать. Там есть только цели и средства. И если в 1962 году генералы могли хладнокровно планировать взрывы в Майами ради своих целей, то какие документы лежат на столах в закрытых кабинетах прямо сейчас? Какие операции под чужим флагом разыгрываются в мире сегодня, пока мы смотрим новости по телевизору? На этот вопрос нет ответа. Но теперь вы знаете прецедент. Не верьте всему, что вам показывают. Всегда задавайте вопрос: кому это выгодно? Пишите в комментариях, верите ли вы официальным версиям начала современных войн. Подписывайтесь на канал «Код доступа». Мы продолжаем скрывать засекреченные архивы, чтобы вы знали правду. Доступ разрешен. Берегите себя. Не верьте всему, что вам показывают. Всегда задавайте вопрос: кому это выгодно? Пишите в комментариях, верите ли вы официальным версиям начала современных войн. Подписывайтесь на канал «Код доступа». Мы продолжаем скрывать засекреченные архивы, чтобы вы знали правду. Доступ разрешен. Берегите себя.